Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на творческом канале «Красота в деталях». На календаре у нас конец января, а все рукоделы и рукодельницы уже вовсю готовят всякие интересности к Дню Святого Валентина, который мы ожидаем, как всегда, в феврале 14 числа. И этот праздник посвящен всем влюбленным. А любовь, как известно, это лучшее, что мы имеем в нашей жизни. Когда мы влюблены, в области солнечного сплетения мы все время чувствуем приятное тепло, а за спиной у нас вырастают крылья. Поэтому мои заколочки сегодняшние, посвященные Дню Святого Валентина, они крылатые. Вот такие вот милашки мы сегодня сделаем из нескольких слоев фатина и при помощи паяльника или выжигателя по дереву. Друзья, эти заколочки нежные, невесомые, подойдут для самых маленьких, даже красавиц, принцесс. Пожалуйста, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Все шаблоны и крылышек, и сердечек вы найдете по ссылке в инфобоксе под этим видео. Оставайтесь со мной. Всем желаю любви, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами делаем влюбленное сердечко на заколочке из фатина при помощи паяльника, либо выжигателя по дереву. А что нам для этого понадобится? Два основных материала, которые нам понадобятся для сердечка, это вот такой вот фатин белого цвета в белую мушку, сложенный в 8-10 слоев. Для крылышек вот так я уже сложила и сколола иголочками. И также фатин красного цвета, средней жесткости у меня, вот с такими вот блесками для сердечка. Либо вы можете сделать сердечко какого-либо другого цвета. Пока разогревается мой паяльник, расскажу про шаблончики, которые нам нужны для сердечек. Это вот такие вот шаблон крылышков и шаблон самого сердечка. Вырезаю я эти шаблоны из жестяной банки из-под газированных напитков, потому как этот материал не боится высоких температур. Подставка под горячее, либо стекло, либо тарелочка заготовлена у меня под изготовление моих таких вот шаблончиков, сердечек. Две заколочки. Заранее я оклеила их репсовой лентой белой шириной 1 сантиметр. Либо вы можете взять бесшовные резиночки, если вы хотите сделать на резиночках. И кто совсем сомневается в своих художественных способностях, есть вот такой вот шаблончик. Его можно будет скачать по ссылке в инфобоксе под данным видео. Вот здесь у меня другие есть несколько шаблонов, которые аналогично можно также изготовить по сегодняшнему видеоуроку. Итак, сделаем сердечко. Детальки маленькие, поэтому бережем свои пальчики. Очень аккуратно работаем, чтобы не обжечься. Я уже вот обожглась немного. Так, убираем лишнее. Аккуратненько отделяем наше новое испеченное сердечко и смотрим краешки. Если какие-то есть неровности, можно будет подправить зажигалкой и лучше спаять между собой слои фатина, если там вдруг есть какие-то дырочки. Вот такой вот самодельный патч у нас получился. Сердечко. Теперь мы сделаем крылышки.
таких 2 крылышка мы получили. Неровные краешки мы можем подпалить зажигалкой, если они у вас есть. И также зажигалкой можно спаять все слои, если они вдруг у вас рассыпаются. Вот такие вот абсолютно невесомые крылышки у нас с вами получились. Далее убираем шаблончики, подставочка нам не нужна. Теперь мы разогреваем термоклей, будем клеить наши заколочки. Пока мы будем клеить, я вам расскажу про идею, которая у меня тут сердечком появилась. Мы, конечно, можем взять просто сердечки и вот так вот прикрепить к ним крылышки. Но у меня под руку мне попался такой вот замечательный коврик. И вот мне захотелось одушевить свое сердечко, сделав ему глазки, обвести по контуру, можно сделать щечки, в общем, сделать мордочку своему сердечку. И вот сейчас я прямо здесь проведу еще раз такой эксперимент. Делается это вот таким вот акриловым контуром. У меня он черного цвета. Вот я уже проэкспериментировала с сердечками розового цвета. Сейчас попробую продемонстрировать. Делать это лучше заранее, чтобы потом контур черный подсох. Работа довольно кропотливая, но того стоит, потому что, конечно, сердечко с глазками приведет маленькую девочку просто в восторг. Главное потренироваться с контуром заранее где-то, чтобы приобрести такую сноровку, да, определенную. Итак, вот это сердечко мы отправляем аккуратненько в сторонку сохнуть. А я сделаю пока те заколочки, которые у меня уже подсохли. Да, вот эта заколка у меня уже подсохла. С ней можно работать дальше. Далее все очень просто выглядит. На капельку клея крепим наши крылышки к сердечкам. Также крепим на заколочку. Также сделаю в розовом варианте.
Ну вот, друзья, вот такие вот крылатые заколочки у нас получились. Если вам понравилось это видео, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Если хотите, поделитесь в соцсетях со своими друзьями, чтобы они тоже смогли сделать такие прикольные заколочки для своих дочек, а может быть, сестренок. Друзья, для использования таких самодельных патчей, сердечек, можно придумать множество вариантов их применения. Могут они быть как отдельными заколочками, вот такие вот зажимы для волос, а также можно эти бантики примерять как серединки для различных бантиков. Такие сердечки, несомненно, придадут изюминку вашему бантику. Делать их совсем не сложно, как видите, а смотрится очень даже классно. Попробуйте сделать такие патчи при помощи шаблона и паяльника, либо выжигателя по дереву. Всем удачного творчества и до новых встреч. Пока-пока.